Добрый день, мои дорогие гости моего канала, его подписчики. Приветствую вас, это канал о вязании, канал Светланы Лосевой. И сегодня мы будем с вами вязать вот такую очаровательную обезьянку. Здесь у меня представлен мальчик и девочка. Вот. Но мы будем вязать, начинать будем мальчика, а закончим девочкой. Ну, в общем-то, вот эту мордашку я буду формировать для девочки в своем видео, мастер-классе. А мальчика я свяжу самостоятельно, но вы посмотрите внимательно, вы видите, здесь у нас разница в том, что у мальчика более такое какое-то серьезное выражение мордочки, да, девочка такая более улыбчивая, более такая добренькая, у нее более пышная прическа, если так можно выразиться. Вот. Ну, так, в принципе, не получаются одинаковые игрушки. И, в общем-то, всегда они разные. У меня, сколько я не пыталась вязать одинаковые, очень редко что-то очень-очень одинаковое получалось. Ну, игрушечка у нас вот такая вот интересная, забавная, миниатюрная. Вот так она сзади смотрится, да. Ну, наверное, не очень хорошо это все видно. Хвостик у нее здесь. Неудобно мне сейчас показывать, поскольку все-таки одна рука держит фотоаппарат, другая держит игрушку. Ну, вы все рассмотрите. Все рассмотрите. Вот такая у меня парочка получилась забавных малышат. И буду рада вам показать, как я их вязала. Давайте будем вязать вместе. Первую обезьянку я, как говорится, образец пробный уже закончила. Вот такая она у меня получилась. Спереди, сзади. Вот. Сюда я такой бантик ей прилепила. Можно на бок его. Ну и сейчас вместе с вами мы будем делать голову для второй обезьянки. И я хочу сделать ее в виде девочки. То есть это у нас мальчик, вариант мальчика, а это девочка. С каким-нибудь бантиком или цветочком украсим. Вот. И начинаем вязать головку для нашей обезьянки. Петли делаем. Раз, два. Замыкаем в круг и вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, сделали. Далее берем контрастную ниточку и вяжем по кругу прибавочки. Итак, контрастная ниточка, и теперь в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика. Всего 6 прибавочек делаем. Раз прибавочка, 2 прибавочка, 3 прибавочка, 4, 5, 6. Так, далее делаем прибавочки через один столбик. Столбик провязываем, следующий столбик прибавка. Столбик провязываем,
прибавка. Столбик, прибавка. 6 прибавок, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Сейчас у нас получается 18 столбиков. Это третий ряд мы провязали. В четвертом ряду мы делаем 2 столбика прибавка. То есть вяжем 1, 2 и затем прибавка. И так по кругу. Должно получиться 24 столбика. Вяжем 5 ряд. В 5 ряду мы делаем с вами 3 столбика. 1, 2, 3 и прибавка. Еще раз. 1, 2, 3. Прибавочка. Так до конца ряда у нас должно получиться 30 столбиков. Итак, в 6 ряду мы будем сейчас менять цвет пряжи. Коричневый будем сейчас вязать и за заднюю стенку. Что значит за заднюю стеночку? Я сейчас объясню. Это значит, что мы вяжем вот так. Вот за заднюю стеночку будем вязать. Не за обе стенки, как мы обычно это делали, да, столбики без накида, а за заднюю. И для смены цвета ниточки, для ниточки, мы вот так подраспускаем последний столбик. И сейчас берем пряжу другого цвета. Переходим на ниточку. Так. Контрастная ниточка тоже у нас уже, в принципе, не можете. Значит, прибавочки делаем с вами через 4 столбика за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4. И прибавочка у нас идет. 1, 2. Опять 1, 2, 3, 4. Прибавочка. Должно получиться у нас по кругу 36 столбиков. Таким образом, вот у нас вырисовывается очертание нашей мордочки, как вот у меня на нашей первой обезьянке. Видите, вот такой же получается результат. Итак, вяжем по кругу 36 столбиков. Итак, провязали мы с вами этот ряд за заднюю стеночку. Теперь мы будем опять вязать за обе стеночки, как обычно. И мы делаем с вами в 7 ряду еще 3 прибавочки. Значит, следующим образом вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбиков и прибавочка. И так по кругу. Еще 3 раза так повторяем. Итак, мы связали с вами уже 7 рядов нашей головки. И сейчас у нас будет с вами с 8 по 12 ряд вязаться, значит, 5 рядов по 39 столбиков. Без всяких изменений мы вяжем. 1, 2. То есть вяжем по кругу 5 рядов. В каждом ряду по 39 столбиков. Итак, мы связали с вами 5 рядов по 39 столбиков. И сейчас в 13 ряду у нас будут первые убавочки. Мы вяжем 11 столбиков и убавку.
Итак, 3 раза. 3 убавочки у нас идут. Должно получиться в конце ряда 36 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И делаем убавочку. И так далее. В 14 ряду мы будем делать с вами уже 6 убавочек. И в конце ряда у нас получится 30 столбиков. Мы будем вязать 4 столбика, убавочка. И убавочка. И так по кругу 6 раз. Итак, 15 ряд. В 15 ряду у нас будут опять 6 убавочек. И у нас в результате получится 24 столбика в ряду. Мы будем вязать 3 столбика и убавочка. 3 столбика, убавочка. 3 столбика, убавочка. По кругу вяжем. Итак, 16 ряд у нас с вами. В 16 ряду мы делаем с вами 2 столбика, убавочка. 2 столбика, убавочка. Итак, продолжаем по кругу. В результате у нас с вами должно получиться 18 столбиков. Так, теперь у нас 17 ряд. В 17 ряду опять убавочки идут. Это делаем 1 столбик, 1 убавочка. И так 6 убавок. В результате остается 12 столбиков. То есть, смотрите, 1 столбик и сразу идет убавочка. Столбик, убавочка. Вяжем по кругу. Сейчас мы будем с вами набивать нашу головку синтепухом. Контрастная ниточка нам уже не понадобится. Мы делаем вот такие вот манипуляции, чтобы заполнить нашу головку наполнителем. Вот так у нас вырисовывается головка. Так, я набила нашу головку. Сравниваем с нашей обезьяночкой. Ну, так это, в принципе, похоже, да? Похожа головка получается. Так, сейчас мы доделаем здесь до конца степень набитости средняя. Средняя. Так, давайте сейчас с вами здесь завершим. Значит, сейчас мы будем делать 6 убавок подряд. 6 убавок подряд. Не совсем удобно мне показывать, но в принципе, это понятно, что мы будем сейчас делать. Мы будем вот так с вами 6 раз убавлять. Затягиваем с вами наше отверстие.
Так. И еще у нас вот здесь остались две незакрытые петельки. Мы их вот так сейчас сразу протянем. Обрезаем нашу ниточку. Вытаскиваем. И сюда вот так прячем наш кончик. Все. Вот такая у нас получился. Выглядит вот таким образом. Так, ну а теперь, что у нас с вами здесь получается? Сейчас нам сюда надо будет связать ушки, накладную мордочку. Вот будет у нас процесс с вами сборки. Я покажу, как я утягивала мордочку. Вот как я это делала. Глазки у нас с вами будут вшивные, то есть не на безопасном креплении, а я их сюда конкретно вшивала. Сейчас мы начнем вязать с вами мордочку, вот эту часть, вот, и формировать уже головку, как она должна быть. Для вязания мордочки набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 1 для поднятия. Затем вяжем 1, столбики без накида, 2, 3, 4. В 5-й столбик вяжем вот сюда 3 столбика сразу. 1, 2, 3. И возвращаемся на противоположную сторону и вяжем 1 столбик, 2, 3. В крайнюю петельку вяжем сюда 3 в 1. 1, 2, 3. И дальше вяжем по кругу. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда, в центральную, вяжем 3 столбика в 1 петельку. Далее вяжем по противоположной стороне 1, 2, 3, 4, 5. И опять вот сюда 3 в 1. 1, 2, 3. Так. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и сюда 3 в 1. 1, 2, 3. Так, и 7 сюда опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И давайте посмотрим, примерим нашу мордашку. Вот так она у нас
должна пришиваться. Давайте сравним с тем, что я тут делала. Так, давайте как-то это дело таким образом соединим соединительным столбиком последнюю петельку и обрезаем. Так, мордочка наша вот такая оформилась. Ниточку эту мы сюда потом спрячем. Сюда мы добавим с вами наполнитель, когда будем уже делать, оформлять нашу мордочку. Вот. И вот так она у нас будет пришиваться в процессе. Теперь, что касается вот этой вот вещи, как мы ее будем делать. Сейчас я расскажу. Чтобы сделать вот такую вот арочку на мордочке, мы будем делать утяжку. Для этого мы возьмем ниточку хлопковую. Что касается оформления мордочки, нам понадобится, я использовала, во всяком случае, Alize Gora Gold для того, чтобы вот этот оформить носик вот так. Для того, чтобы сделать ротик, я использовала Yarn Jeans вот такого ярко-малинового цвета, можно красный использовать. Вот. И для того, чтобы утянуть вот тут мордочку здесь, я использовала любую хлопковую нить такого же цвета, подходящего, чтобы малозаметная была. Вот. Я беру большую длинную иголочку для утяжки мордочки. Вот эта часть у нас будет направлена вниз, и мы будем делать следующие вещи. То есть я начинаю вот отсюда от серединочки, да, и стараюсь вывести иголочку вот сюда на серединку нашей мордочки. Вот так. Мне кажется, что это не серединка. Сюда надо. Вот так. Так, вытягиваем. Здесь вставляем эту ниточку, да? И вот таким образом сейчас мы будем с вами утягивать нашу мордочку несколько раз. Ниточка. Теперь вы понимаете, да, как у нас получается здесь вот такая выемка. Вот. Вот так у нас должно получиться с вами. Мы будем утягивать, продолжать. И зафиксируем потом ниточку. Так. И сюда я еще разочек ниточку продеваю и выхожу в том месте, где мы начали. Вот так. Все. И сейчас здесь мы это все дело зафиксируем. С помощью узелка. Так. Теперь, что касается мордочки. Мордочка, вот видите, я сюда холофайбер набила. Очень много не надо, он будет мешаться. Мы потом его, когда уже в процессе пришивания. Так, теперь нам надо мордочку вот таким образом сейчас разместить. Холофайбера много, не надо нам столько. Я беру иголочку поменьше, вот с такой вот светленькой ниточкой
хлопковый. Прикладываю я нашу мордочку сюда. Вот так. Прикладываю мордочку. При этом надо смотреть нам на нашу мордочку, чтобы это было похоже. Так. И начинаю пришивать вот отсюда. Так по кругу продолжаем делать. Так, смотрите, осталось у нас немножечко сюда наполнитель. Я добиваю в мордочку. Так. Я думаю, что сильно, ну, можно еще немножечко добить. В принципе, ни на что это не повлияет. Родительная мордочка. Так. И мы дозашиваем ее, нашу мордочку. Так, вот так у нас получилась мордочка. Мы ее немножечко так потом руками организуем. И отрезаем ниточку, фиксируем наше начало-конец ниточек. Так. И все это дело сюда, в тело прячем. Так. Теперь сейчас у нас с вами на очереди глазки. Итак, сейчас мы будем с вами делать глазки. Я использую вот такие глазки пришивные российского производства 1,2 сантиметра. То есть 12 миллиметровые. Так. И каким образом мы их сейчас будем крепить? Вот у нас наша мордашка интересная. И глазки у нас крепятся близко посажены друг к другу. Поэтому для этого воспользуемся иголочками. Так, наживляем глазки. Я думаю, что это будет вот так выглядеть. И вот так. А может быть и подальше чуть-чуть. Нет. Вот сюда. Вот так попробуем сделать. Опять сюда, вниз головки нашей, иголочкой. Двойная ниточка у меня. Я вот сюда ввожу иголочку и вывожу ее вот здесь. Так. И теперь это нам уже не интересно. Вот сюда ввожу, вывожу сюда глаз.
Беру второй вазик. Так. Сейчас, чтобы симметрично, смотрим. Сюда, в то место, где вводили, там же и выводим нашу иголочку. И смотрим, что у нас тут с глазками получается. Так, вроде бы симметрично, да? Теперь нам надо подтянуть вот так наши глазки. Тянуть немного, как это у всех мартышечек бывает, да? Вот. Но в принципе все понятно становится. Здесь мы делаем определенную длину ниточки. И сейчас будем закреплять полученный результат с утяжечкой. Вот так, да? Связываем здесь нашу ниточку. Так, смотрим. Достаточно, я думаю, утяжечек. Закрепляем. Так, получилось. Так. Так. Эти ниточки мы прячем в тело нашей головки. И сейчас будем вышивать носик. Вот этот носик. Смотрите, значит, у нас с вами сейчас вот такая пряжа. Вы можете взять любую другую пряжу коричневого цвета или кофейного цвета. И будем вышивать сами мордочку, носик. Значит, носик у нас вот такие треугольники, вот такой, значит, треугольный вид у нас будет. Я приблизительно намечаю, вот сюда ввожу, вот сюда вывожу, да? И так несколько раз буду сейчас делать. Вышиваем носик. Так, 3 раза достаточно. Сейчас будем вторую часть носика вот сюда вывожу. Под второй глазик. И также аккуратно в одно и то же место формирую вторую часть носика. Такие стежки делаю. Так. Я не затягиваю. Это не нужно делать. Так. В принципе, вот такой у нас носик получился. Хотите сделать еще один раз четвертый сюда. И сюда же я постараюсь сейчас вывести нашу ниточку. Так, аккуратненько. Так, так, так. Не перетянуть, главное. Так, здесь сейчас мы также обрезаем ниточку. Все это дело фиксирую я вот таким образом. Так. И прячу в тело.
Надо взять потоньше крючочек. 3,5 все-таки это грубо. Так, и вторую ниточку также прячем в тело нашей мордочки. Так, все это лишнее убираем. Вот так у нас с вами получился носик вышитый. Смотрите. Следующее, что мы делаем с вами, вышиваем ротик. Ротик. Для этого я беру яркую ниточку для ротика. Так. И, значит, намечаю. Смотрите, как она у нас тут будет, этот ротик располагаться. В общем-то, все на глазок. Никаких тут рекомендаций нет. Намечаем. Я думаю, что вот так и вот так. Так и так. Вот такой угол наклона будет у нас. Вот центр ротика будет. Ввожу иголочку. Так. Придерживаю этот кончик. Можно было через голову вот так все делать, и здесь выводить. Вполне. Так. Намечаем ротик так. Оп. И вот сюда. И сюда опять выводим. Так. И здесь у нас немножечко ниточка легла некрасиво. Мы ее поправить должны. Вот такая у нас получилась улыбчивая обезьяночка. Все. Отрезаем ниточку. Фиксируем здесь наши веревочки. И кончики прячем. Опять-таки, ленюсь идти за тонким крючком, но это делать надо тонким крючком. Ну, суть вам, собственно, понятна, да? Вот я все это дело сюда сейчас кончики прячу в головку. Так. Все, даже не вышел. Все. Вот у нас получилась такая милая обезьяночка. Вот такая мордочка оформленная получилась у меня. Вторая. Видите, не бывает двух одинаковых игрушечек. И оставшееся, что мы еще с вами не сделали, это надо нам вот такие ушки сейчас связать и пришить их. Ну и, конечно, вот этот милый хохолок и бантик какой-нибудь. Или какой-нибудь сюда, это все-таки будет девочка, какой-нибудь цветочек придумать. Ну давайте подумаем, пофантазируем. Итак, начинаем вязать с вами ушко. Начинается ушко у нас с светлой пряжи, из светлого вот этого. Так же, как обычно, мы это делаем с вами. Значит, 2 воздушные петли кольцом. И сюда в серединочку мы вяжем 6 столбиков.
без накида. Так, контрастной ниточку воспользуемся контрастной ниточкой все-таки. Хотя я ей уже давно как бы стараюсь не пользоваться. Так считаю. И так можно привыкать. Так, в каждый столбик предыдущего ряда делаем прибавки. В итоге у нас получается с вами в этом ряду 12 столбиков. И последняя, шестая прибавочка. Так, сделали 12, да? Так, дальше в следующем ряду мы будем делать с вами 5 прибавочки через один столбик, чтобы у нас получилось 18 столбиков в ряду. То есть, смотрите, один столбик, прибавка, столбик, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Получается 18. Сделали с вами 18. Так, смотрим наше ушко. Я его сюда положу для наглядности. Так. Итого у нас с вами сейчас 3 ряда связано. 4-й ряд это будет коричневая уже ниточка. Берем коричневую ниточку. Меняем цвет, да? Помните, как я делаю? Я подраспускаю вот эту вот последнюю петельку, да, и сюда вставляю нашу пряжу другого цвета. И вот так в нем вытаскиваю. Так начинаю. Контрастная ниточка. Значит, вяжем 18 столбиков коричневой пряжи. Здесь у нас в этом ряду в 4-м не будет прибавочек. Подумайте, это мой муж кашляет, это не коронавирус. Это у него от того, что он много курит. Вяжем этот ряд 18 столбиков. И вот теперь у нас с вами в 5-м ряду сейчас будет прибавочка. И получится 24 столбика. Мы вяжем с вами 2 столбика, прибавка. Снова 2 столбика, прибавка. Вяжем так по кругу. Два столбика и последняя прибавочка. Итак, готовое ушко у нас получилось. Смотрите, видите, да? Вот так мы его выворачиваем и пришиваем вот таким образом по бокам от нашей мордашки. Но ушки мы будем пришивать в самую последнюю очередь. Вначале мы будем с вами
крепить нашу полученную красивую головку. Так, теперь с ушком. Я обычно вот таким образом завершаю вязание, чтобы незаметно было, да? Так. Все ниточки, которые у нас здесь есть, обязательно их надо спрятать тонким крючочком. Вот. Тонким крючочком. Все это дело вы самостоятельно, я даже это не буду тратить время на это, сделайте. Господи, очень такая пряжа сыпучая. Так, теперь смотрите, значит, нам надо с вами сейчас пришить головку к нашему туловищу. Вот так, да? Для этого нам понадобится вот такая спица длинная. И мы делаем, ищем середину нашей головы. Так. И вот сюда, вот так, ищем, как нам ее пристроить, нашу головку. Как-то вот так, да? Смотрим сбоку, как сзади она будет у нас смотреться. Ну, в принципе, по центру, да? Так. Я беру обычную иголочку с хлопчатобумажной такой пряжей. И вот так аккуратно. Конечно, я это все делаю не на столе, честно вам скажу. Мне нравится это все делать в одном на диванчике. Так, ну, в общем, вот так придерживаем. Вот. Была бы третья рука, все бы было бы идеально. Так, а смотрите, подходим к полному кругу мы. И вот здесь сейчас оставим место для того, чтобы донабить. Сюда нужно обязательно донабить. Давайте посмотрим. Вот так у нас сейчас выглядит наша головка. Вроде бы симметрично, все нормально, да? Так,
Вот наше ушко второе я еще не связала. Сейчас свяжу. Вот так это будет смотреться. Ну, явно такая девчачья мордочка, потому что мальчик у нас получается более серьезный, да? А это такая девочка улыбчивая, да? По-моему, здорово. Глаз. По-моему, глаз немножко пониже надо. Так, веселенькая девчушка. Сейчас я вынимаю спицу. Она нам уже не нужна. Голова у нас уже полупришита и зафиксирована. Берем наполнитель и сюда донабиваем. Делать это обязательно, чтобы у нас голова не болтыхалась. А сидела прочно. Так, вот так. И сейчас мы все это дело еще разочек пришиваем аккуратненько. Смотрим, ничего тут не сдвинулось. Головка. Так. Дошиваем. И второй раз я еще прохожу второй раз по кругу стежками такими же поверху, по низу. Так сказать, чтобы зафиксировать наверняка. Вот. Ниточка наша незаметна, как вы видите, да, совершенно, видите, да, сливается она абсолютно у нас с телом. Вот, и голова у нас крепко, видите, крепко очень держится. Так, ну и давайте сейчас пройдемся по второму кругу самостоятельно. Не буду я видео загружать этой ненужной информации. Просто я вам говорю, что двумя идем швами, проходимся, фиксируемся. Так. Возвращаемся, да, затем возвращаемся, как я вам уже говорила, две ниточки, начало и конец вместе узелком связываем, и все это дело заделываем в тело. Незаметно становится абсолютно. И получается вот такая милая у нас головка. И затем мы вяжем второе ушко. Может, вы уже связали, я еще нет. И тоже вот так пришиваем. И что еще у нас? Бантик я обещала придумать. Или какой-нибудь цветочек здесь, ромашку или розочку. Ну, надо подумать. Пришиваем ухо. Иголочкой. Я его очень неудобно зацепиться. Ну, в общем, это вот так я делаю. Вот, показываю. Так. Вот так оно у нас должно выглядеть. И вот здесь вот надо сделать тоже крепление. Чуть выше брать, прикреплять.
Так, получилось. Вот такая у нас обезьяночка, вторая девочка. Это мальчик, это девочка. Ушки я ей пришила, надеюсь, симметричненько. Здесь еще можно бровки вышить, по желанию я не стала. Так, ручки, ножки, хвостик, тык-тык-тык. Все эти налипшие элементы убираем. Так, хвостик аккуратненький. Все такое милое и аккуратненькое. Так, и будем сейчас сюда, нам надо, наверное, какой-нибудь, можно бантик, можно не делать. Нашу девочку явно необходимо каким-то образом украсить. Да? Вот так она у нас сидит, смотрится, сидя сзади. Кстати, у котиков тоже такой был хвостик, они сидели. Попробую посадить ее, будет она самостоятельно сидеть. Ну, в принципе, вот так как-то, да, сидит наша девочка. Вот такая она у нас ушастая, лопоухая. У нее есть друг. И кому интересно, давайте скажу, как я сделала этот хохолок. Я беру вот эту пряжу, которой мы вышивали носик, в несколько, совершенно произвольно, да, хохолок. Можно больше, можно меньше его делать. В общем, вот так я складываю. И вот так я делаю несколько раз, в несколько сложений ниточку. Одинаковая у нас длина этих будет ниточка. Так, ну достаточно, это очень будет не получится. Так, сделаю. Да? Затем я беру крючок, нашу девочку, выбираю здесь центр макушечку, да, приблизительно это где-то вот здесь будет у нас центр, да, и вот таким образом подхватываю через все слои нашу пряжу. Крючок надо побольше. Так, и вот так стараюсь вытащить. Вот, протащила все слои. Видите, что получилось, да? Теперь этим же крючком сюда еще ввожу. Вот так протаскиваю все ниточки. Вот. Видите? Получился вот такой у нас чубчик. А теперь необходимо его ровненько обрезать. Причесон-то, наверное, у девушки должен быть побольше, да, посолиднее. Обрезаем. Смотрим, что за чудо получилось. Вот такая чудо. Чудесная челочка у нашей девочки будет. У мальчика она скромненькая была. Тут побольше. Ну, в принципе, и длину, и густоту это по желанию можно отрегулировать. Думала, думаю, я сделаю все-таки цветок для нашей девчушки. Берем крючочек 2,5 у меня и сделаем сейчас цветочек.
3 воздушные петли в кольцо. И сделаем 1, 2, в кольцо делаем 3, 4, столбика без накидов 5, 6, 7 и 8. В общем, совершенно из головы взятая, ничем не обремененная схема цветочка. 1, 2, 3, сделаем 3 воздушные петельки и в столбик. 1, 2, 3, в следующий столбик. 1, 2, 3, столбик, следующий. 1, 2, 3, столбик. 1, 2, 3, следующий столбик. 1, 2, 3. Так, сколько у нас там уже лепесточков получается? 1, 2, 3. Так, соединительный столбик. Смотрим, что у нас тут образовалось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лепесточков. Так, 1, 2, 2 столбика. Дальше сделаем 3 воздушные петли и еще 2 столбика. 1, 2. Вот так. Следующее с вами ячеечку делаем 2 столбика и снова 1, 2, 3 воздушные петли и сюда же столбик 1, столбик 2. Следующую ячейку делаем. Ну, в общем, так по кругу проходим. У нас получается милый цветочек. Посмотрим его размер, приложим к нашей обезьянке и решим, достаточно нам такой фигуры или нет. И смотрите, связали такой цветочек, да? Не будем мы его этой же ниточкой оставляем конец, чтобы пришить можно было его. Да? И сейчас пришьем нашу красотулечку, украсим вот таким бантиком. Вы можете сюда что хотите сделать. Я вот такой цветочек сделала. Может, не к месту, не знаю, можете его как-нибудь вот сюда разместить. Наверное, действительно. Вот сюда мы такой цветочек лучше сделаем. Зачем нам его? Кокетливую сделаем барышню около ушка. Я все-таки решила сделать ей вот такую кокетливую сбоку цветочек. Вот, пусть у нее будет такая причесонка, цветочек кокетливый. Вот такая она у нас модница будет, сковородница. Сейчас ниточку заделаем еще. Тык-тык-тык, тык-тык-тык. Какая ты прелесть, какая ты очаровашечка. Вот так она будет у нас сзади смотреться. Все аккуратно, все хорошо. Я надеюсь, что вам понравилась моя игрушечка. Вот, вы такой захотите себе связать. Вот. Подпишитесь на канал о вязании, канал Светланы Лосевой. Будем еще мастерить с вами игрушечки. У меня есть очень интересная лисичка, есть тигренок, есть мишечка, уже много игрушечек, зайчики.
Вот, хочу все это сделать мастер-классы бесплатные на своем канале. Так что давайте, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Будьте в курсе всех моих новинок. И до новых встреч. Мы с вами. Поставьте лайк под видео. Буду вам признательна. До новых встреч!